Самый шикарный, самый удачный рецепт безглютенового хлеба. Мякиш, ну вот он абсолютно как настоящего хлеба. Меня зовут Настя Лосева, и вы на канале «Как это приготовить». Сегодня традиционная тема моего канала – это выпечка хлеба. Но не обычного хлеба, а хлеба безглютенового. Вы давно просили у меня этот рецепт, и я наконец-то смогла достичь, ну, мне кажется, просто идеального рецепта, потому что даже мои дети, которые не страдают аллергией на глютен и непереносимость, им этот хлеб очень понравился. Еле успела отснять готовую булку хлеба. В основу этого рецепта будет входить псилиум. Псилиум – это семена подорожника очищенные. Их можно приобрести в аптеке, на маркетплейсах любых, а также в бутиках, либо в магазинах здорового питания. Так как псилиум – это достаточно необычный продукт, я тщательно вот вам показываю, внимательно, чтобы вы посмотрели и увидели, как он разводится. На самом деле делается все очень просто. Сейчас я развожу псилиум. Ингредиенты вы увидите в уголке этого видео. И внизу в описании я тоже опишу все ингредиенты, необходимые для этого хлеба. После разведения оставляю на 10 минут, и через 10 минут у нас получается такая желейная основа, в которую я добавляю соль, сахар и закваску. Вместо сахара я всегда добавляю мед. Вы, если вам нельзя ни сахар, ни мед, можете вообще пропустить эти ингредиенты. Они здесь не обязательны. Также я использую закваску из овсяной муки. У меня есть видео о том, как сделать свою домашнюю закваску. Оно очень понятное и доступное. Уже многие сотни моих зрителей сделали закваску по этому рецепту. Из овсяной муки, из рисовой муки можно сделать. То есть любую закваску можно сделать из любой муки, в том числе и безглютеновой. Попробуйте. Если у вас нет закваски, вы можете добавить просто обычные дрожжи. Я также напишу количество дрожжей, которое вам будет необходимо. Обратите внимание на консистенцию, какая получается консистенция у смеси, которую мы готовим. Сейчас она еще без муки, здесь только закваска, псилиум и соль, сахар, мед. Я хочу сказать, что на моем канале в будущем планируется много рецептов с безглютеновой мукой, поэтому не забудьте подписаться на канал. Если вы еще не подписаны, будет очень полезно и интересно. Дополнительно добавляю воду и сейчас буду всыпать муку. Сегодня мой хлеб будет на кукурузной и нутовой муке. Я очень рекомендую вам придерживаться тех пропорций, которые я даю. Это важно. Дело в том, что безглютеновая мука без глютена, она работает немножко не так, как работает обычная белая, ну или другая мука, которая содержит глютен. После того, как вы соединили ее с водой, через некоторое время она начинает еще больше набухать. Поэтому тесто у вас будет специфическое. И оно никогда не будет эластичным. Поэтому вымешивать мы руками ничего не будем. Я все покажу в будущем. Зачем нам нужен псилиум? Дело в том, что вот эта пористая структура, которая напоминает нам, ну, как обычный хлеб мы разрезаем, она складывается из того, что есть глютен, который как бы формирует основу, сетку такую вот этого мякиша. Если мы с вами не добавим псилиум, то наш хлеб не будет пористым. Псилиум как раз и держит форму мякиша и делает его таким рыхлым, похожим на хлеб. Обращайте внимание, какая консистенция получилась моего теста. Как я сказала, тесто у меня безглютеновое, поэтому оно не эластичное. И просто лопаткой или обычной ложкой я перекладываю это тесто, в форму
Можете взять любую форму хлебную. Я пеку вот такой кирпичик в обычной форме для кексов. Просто выстилаю ее пергаментом хорошим. Если у вас обычный пергамент, не забудьте смазать его маслом. И затем я буду выравнивать верх этого хлеба просто мокрой рукой. Смачиваю под краном и формирую корочку, заглаживаю ее, чтобы она была красивой. Тесто не липкое, к мокрой руке абсолютно не пристает. Если вы будете делать все в точности, как я вам показываю, шаг за шагом, то у вас обязательно все получится. После выравнивания мы оставляем тесто на столе на расстойку. У меня на расстойку при температуре 22 градуса ушло 5 часов. Не торопитесь ставить хлеб в духовку, иначе у вас может лопнуть вот эта верхняя корочка. Дайте ей хорошенечко расстояться. Сделав один раз этот хлеб, вы поймете, как он будет выглядеть, когда расстоится. Я сейчас вам покажу разницу. Вот здесь хорошо видно, что до краев остается еще приблизительно 3 сантиметра. Вот так расстоялся наш безглютеновый хлеб. Посмотрите, какой он желтенький, красивый. Поднялся реально сантиметра на 2. И как я и тогда показывала, формовой хлеб, вот они, кратеры сверху видно. И, ну, видно вообще, что он расстоялся хорошо, что поднялся. Видите, такой бугорок получается на корочке. Видно, что корочка хорошенькая такая. Короче, будем сейчас печь, а потом дегустировать. Мне кажется, получится просто супер. Не забываем еще раз побрызгать на корочку, чтобы она не лопнула. Разогреваем духовку до 220 градусов. Ставим туда форму, вот эту вот. И 10 минут буду при этой температуре, чтобы нагрелась форма хорошо. И потом снижаю до 180. И еще 30 минут буду допекать. Буду смотреть по румяности корочки. Так я проверяю хлеб на пропеченность. По звуку вы определите, что он пропекся хорошо. Буханка еще очень горячая, прям невозможно ее держать. Только вытащила из духовки. Так, смотрите. Хорошо, что я вчера успела разрезать вот эту булочку горячей, потому что сегодня уже встала, а у меня ребенок съел половину булки. Так, у нас тут ремонты еще параллельно идут, поэтому я прошу прощения. Так, разрезаю холодный хлеб. Остывший холодный хлеб. Посмотрите, какая корочка получилась классная. Он, конечно, уже не хрустит. Режу вот таким ножом хлебным. Смотрите, абсолютно сухой нож. Хлеб получается очень пористый. Его можно тоненько нарезать. Смотрите, получается обычный, нормальный хлеб. Вот у меня тут мягкий сыр есть. Судя по всему, ребенку тоже понравилось. Подробный рецепт будет в описании. Смотрите. Вот, пожалуйста. Сверху можно рыбку положить, что угодно. Вот такой хлебушек. Очень вкусный. Обычный хлеб. Обычный, ароматный. Я буду и дальше экспериментировать и показывать вам самые удачные рецепты безглютенового хлеба. Поэтому не забудьте подписаться,
И нажать на колокольчик, если вы меня смотрите на ютубе, чтобы не пропустить новые видео. Будем делать вот такой прекрасный хлеб. Вообще ничем не отличается от обычного хлеба. Все. Теперь даже люди, которым нельзя глютен, будет с хлебом. Представляете? Супер.